Ну что ж, начнем? Да, конечно. Вы знакомы? Вы все вместе, ребят? Нет, мы только сегодня впервые встретились. Мы переписывались в сообществе, и вот сегодня мы все вместе. Впервые в реальной жизни. Ну, во-первых, мы так долго ждали вас здесь, в России. И мы очень рады слышать и видеть вас. Ну, мы никогда не были в России и очень рады быть здесь. Какова была история этого фильма? Да, фильма и парней, которые хотели привести вас. Это просто с ума сойти. Да, один из этих ребят только что был здесь. Я думал, у нас крупное сообщество, но об этом мы вообще ничего не знали. Мы тоже до недавнего времени нас пригласили на премьеру, и... Расскажите об этом. Короче говоря, они пытались привезти морфин. А ты на это способен? История такова. Джентльмены добивались того, чтобы морфин сыграли здесь. И вокруг них плетутся интриги, они пытаются достать деньги и устроить все это. Различные взаимодействия между людьми. И, наконец, трагедия, когда Марк умирает. Но это реальная история, я просто... Трое 25-летних пацанов пытались привезти морфин в родной город Брянск. Я думал, это было здесь. Сначала они достучались до нас, до нашего менеджера, и, похоже, это у них получилось. Это было уже в процессе. Это было в 99-м? Да, в 99-м. И они пошли на многое, чтобы достать деньги для нашего приезда. И попали в некоторые неприятности, и из-за этого влезли в долги, были избиты. Ну, знаете, есть много проблем в домывании денег. Большинство людей вокруг думали, что они просто сумасшедшие мечтатели. Но это была их мечта, чтобы группа откликнулась и сыграла концерт в их городе. И мы должны были ответить, по-видимому, я не знаю, это была новость для меня, я не знал ту историю. Мы должны были быть в туре, когда это происходило. И затем, конечно, когда Марк скончался, они услышали новости и уже собрали деньги к тому моменту. И как только они собрали все это, они узнали о смерти Марка. Ну и на этом все кончилось. Конец мечты. Но мы здесь. Незримо, с Марком. Это все, что мы можем. А они сняли про это фильм. Да, с актерами, которые сыграли эту драму с драматической постановкой тех событий. Вы записали 2 кавера на Брайана Ино на вашем последнем альбоме. Почему так много? Знаю, это немного странно. Нам нужна была какая-то музыка, кроме морфин. Лицензия была дешевая. Мы сами не пишем музыку. Мы стараемся писать. Джереми пишет немного. Мы изо всех сил пытаемся писать как группа. Эти обе песни нам нравятся, и... Просто так вышло. Помню, когда мне было лет 14 или около того, я услышал «Baby's on Fire» и сразу понял, я очень хочу сыграть это и знаю, что никогда не смогу. Потому что я знал, что даже после 20 лет игры я не смогу сыграть на гитаре, как Роберт Фрип. Потом я встретил его, и он может. Но на саксофоне. Ваша предыдущая группа называлась... Мы там всех уволили. И начали сначала. А вы отделяете одну группу от другой? Vapors и... По правде, нет никакого разделения. The Everlasting было названием группы, а участники были теми же самыми. Но само название было довольно неясным, и мы так назвались просто потому, что не думали, что... Так кому интересно название? Это глупо. У нас просто будет название. Ну, вот название.
Но потом мы начали играть в разных странах и поняли, что раз уж мы собираемся исполнять песни Морфин, то нам нужно быть связанными с этим названием. Мы попробовали участники Морфин, но это звучало несколько черство. Затем кто-то пришел к нашему другу и сказал: «А, так ты играешь в этой группе «Пары морфина» или как там?» Я думал, это шутка. Но на самом деле кто-то разговаривал со мной и спросил: «О, да, ты в этих парах морфина». Потому что, знаете, это, то, что остается. И мы подумали, это будет здорово, и в ту секунду, когда мы это услышали, это было просто бинго, вот наше имя. Так что вы планируете остаться с этим названием? Ага. По крайней мере, сегодня вечером. В чем разница игры в Морфин и Hypnosonics? Есть ли какие-нибудь отличия или нет? О, да, конечно, разные песни, разные участники, совершенно разная атмосфера в песнях. В Hypnosonics Марк играл на гитаре и органе, и был еще один специальный басист. И изначально было всего 2 духовых инструмента — труба и саксофон. Дэйна сначала не был членом группы. Я немного поработал в группе, когда нас было всего 5. А затем Дэйна тоже стал выступать. Да, эти группы были совсем разные, в смысле, все музыкальные ответвления Марка были похожи, но я не думаю, что мелодии в 2 его группах когда-либо пересекались. Ты ошибаешься. Может быть, но немного. Early to Bed, Rub It In. Может, мы пытались... Early Man, чуваки. Пожалуйста, сыграйте Early Man сегодня. Фантастическая песня. О, да, это хорошая песня, хотя мы не играем ее, извини. Нет? Нет, мы пробовали, но она непростая. Не было ничего такого. Возможно, мы играли на одном из мемориальных концертов некоторые песни, но никакие из них никогда не были в репертуаре Hypnosonics. Мы кое-что играли в оркестре Морфин, но что касается Морфин... Джером, есть ли шанс, что в ближайшем будущем всплывут какие-нибудь старые записи Hypnosonics или бутлеги Морфин? Если поискать, там, наверное, много бутлегов и, возможно, одна студийная запись, но она никогда не выходила в свет. Мы пытались собрать все это вместе, но это было тяжело. В смысле, целая студийная запись? Типа как альбом? Не совсем, почти. Мы записали несколько песен в студии. Это не очень ценно, так что не волнуйтесь. Спасибо. Да, мы немного записались в студии, но все это было очень похоже на Морфин. Было 2 барабанщика в разное время, и я был одним из них. Я записал 4-5 песен в студии. Я имею в виду Early Man, если вы ее слышали. Не версия Treat Her Right, а моя. Но Treat Her Right тоже ее делали. Какую версию Early Man вы имели в виду? Treat Her Right или Hypnosonics? Они такие разные, знаете, у Treat Her Right немного рок-н-ролльная, а у Hypnosonics такая лоу. Я думаю, Hypnosonics интереснее. Особенно 9-минутная версия на одном бутлеге. Да, это, возможно, моя версия. Но, к несчастью, один из бутлегов в Hypnosonics заканчивается на середине песни и останавливается, когда начинает играть Early Man. И последнюю песню не записали. Да, это была хорошая версия, но все эти вещи были такими. Мы никогда не планировали выпускать их даже в то время. Марк просто любил все записывать, так что они просто лежат там, хотя были разговоры о том, чтобы попытаться издать все это, но пока с этим не повезло, и все, что я могу сказать, это да, я тоже хочу, чтобы это случилось. Hypnosonics были отличной группой. Отличная группа, отличные музыканты. Другим барабанщиком был Джей Хилл, найти которого у нас нет возможности. Я использовал песню Hypnosonics в саундтреке у одного местного режиссера, который снимал рекламный ролик, и в нем хотели использовать что-то местное. И я пытался удержать Джея, но он просто ушел из поля зрения. Я не знаю, где он сейчас. А вы общаетесь с другими музыкантами, типа Дэйв Шампейн,
Ребята из Hypnosonics. Вы работаете вместе? Да, мы все немного видимся. Дэйв Шампейн живет поблизости. Да, я по-прежнему вижу Раса Гершина и Тома Холтера, басиста Майка Риварда. О, Майк Ривард, он такой классный. Клаб Эльф. Так что да, я часто вижу этих ребят. Приезжайте в Россию всей семьей Морфин. Это будет фантастическое шоу. Кстати, да, потому что через 2 года ведь будет 20-я годовщина. И это отличный шанс сыграть. Может быть, это начало чего-то очень большого. Мы сыграем на Красной площади. 2 дня подряд. Весь Марк Сэндман будет включен. С нами играл Джимми Фитинг, и Билли Конвей играл с нами много раз. Майкро. Да, Майк Ривард тоже играл с нами. Раз Гершин играл с нами. А он все еще работает, раз? Да. Просто в Фейсбуке нет никакой информации. Должна быть. Его группа Ether Orchestra. Это такой биг-бенд. Я был там с Майком Ривардом, с Томом Холтером. Вот так, я думаю. Марк и основал Hypnosonics. По крайней мере, я так думаю. Марк знал Расса. Он приходил петь в Ether Orchestra. Ну вот та песня Temptation. Я могу ошибаться. Возможно, Hypnosonics существовала до Ether Orchestra, но я так не думаю. Но в любом случае, мы всегда не забывали друг о друге и много играли вместе. Это что, все, первый вопрос был? Мы тут живем в России и ничего фактически не знаем о музыке восточного побережья поздних 80-х и 90-х. Ну, судя по всему, знаете много. Да не особо. Что это было за время? Я имею в виду, было очень много необычных групп в то время. Особенно на восточном побережье. Да, это было в районе Бостона в любом случае. Местное радио оказывало большую поддержку. Много чего происходило. Это было просто другое время. Да, вблизи Бостона жить было намного дешевле. Тогда это имело огромное значение. Теперь там все очень дорого. Поэтому там не так много музыки, так как музыканты больше не могут там жить в большинстве своем. Это был другой период времени. До интернета, до сотовых телефонов. Живая музыка, постпанк. Была идея панка. Каждый может делать музыку. Нет особой разницы между мной, играющим что-либо, и аудиторией. Идея в том, что ты можешь делать это. Идея «сделай сам». И я думаю, в Бостоне, благодаря колледжам и университетам, в его пределах, было огромное количество энергии и интереса к созданию всяких вещей, созданию новой музыки. Было много баров, клубов и радиостанций, которые играют местную музыку. Так что у тебя есть радиостанция, которая вещает, возможно, на несколько сотен миль и играет местную музыку. Если ты молодой парень из какого-нибудь захолустья, ты слушаешь радио и говоришь: «Я хочу послушать Turbines». Они играют в клубе The Red в пятницу вечером. Садишься в машину, едешь, и все съезжаются. И чтобы услышать эту музыку, ты должен сам прийти и увидеть это. Это своего рода подпитывало всю сцену с ее барами, по которым ты ходишь, клубами, полными людей, группами, которые зарабатывают деньги. Ну или, по крайней мере, имеют свою аудиторию и получают ротацию на радио, исключительно на местном уровне. Так что это было очень плодородное время для жизни в Бостоне. Простите, я очень голоден. Ничего страшного. Но это немного заткнет меня. Дэйна, расскажи о группе Delta Horse. Потому что я знаю, там есть немного русских корней тоже. А, да, Вадим, конечно. Есть такой парень, Сэш, который живет в Берлине. Он связался со мной с предложением записаться на некоторых из этих композиций. Он прислал мне треки. Фактически он написал несколько духовых партий на сэмплере. Ну, знаете, сэмплированные духовые, вместе со мной. И я взял их, записал и заменил синтезаторную версию своими духовыми партиями. И так все и началось. 1 песня, 2 песни. Я делаю это дома. Частные записи с разными группами.
как своего рода независимый контракт. Он заплатил мне за те 2 песни, и с этого момента он присылал мне еще немного и еще, и не успели мы оглянуться, а у нас уже целый альбом. Мы были на пути к созданию альбома. Изначально был еще один вокалист, который жил в Австралии. Он делал первый альбом. Он решил, что больше не хочет этого делать. И этот парень из Белфаста присоединился к нам. Так что практически мы втроем пересылали друг другу треки туда-обратно и просто записывались. Мы никогда не играли вместе как группа, только виртуально. Его продюсерское мастерство просто потрясающее. Он брал то, что я присылал ему, и делал звук невероятным. У вас есть планы играть вместе? Мы не планируем каких-либо совместных выступлений. Мы работаем над некоторой новой музыкой. На это требуется время и деньги. Но Саш потрясающий. Он очень вовлечен во все, что делает, и он как бы видит все наперед. А есть какой-нибудь шанс услышать Like Swimming и The Night на виниле? Потому что это немного странно, что есть вроде как живой бутлег Like Swimming, но самой записи Like Swimming на виниле нет. Да, сложно сказать. Если честно, я даже не знаю, каким образом у нас вышел Cure for Pain на виниле. Это кто-то еще постарался. Я ничего не сделал для этого. Мы потратили последние 20 лет, пытаясь восстановить контроль над музыкой и пытаясь восстановить способность принимать такие решения. В последнее время у нас немного больше успехов в области авторских прав, так что никогда не знаешь. Но скоро выйдет живая запись, сделанная в Уорфилде в 1997-м. Она выходит на Run Out Groove на 2 пластинках и звучит очень здорово. Вы уже слышали? Да. Run Out Groove проводит голосование сейчас. Люди голосуют за предполагаемый релиз, затем он производится в ограниченном количестве. Так что вы регистрируетесь, и вы первый в очереди, чтобы получить это на виниле. Были у вас какие-нибудь планы до этой трагедии в Палестине? Или можно просто представить, что была бы за новая музыка? Если быть откровенным, нам так трудно дался альбом The Night, наша последняя запись. У нас было много конфликтов в группе со звукозаписывающим лейблом DreamWorks. Марк находился под большим давлением и стрессом, пытаясь спродюсировать запись, которую DreamWorks посчитает приемлемой. Так что это было очень тяжело, потому что на него сильно давили, чтобы он использовал сторонних музыкантов. К нему хотели присоединить духовую секцию, хотели позвать Клайда Стаблфилда, чтобы он играл там на барабанах. Они хотели всего, о чем только могли подумать. Был даже вроде разговор о том, чтобы Том Уэйтс продюсировал запись. Да каких только разговоров не было. Видите ли, есть звукозаписывающая компания. Они заметили Марка и захотели протолкнуть его на новые высоты. И это не обязательно включало меня или Билли или кого-то еще, раз уж на то пошло. И Марк просто сказал: «К черту все, мы сделаем все по-моему». И вернулся в свою студию. И мы записали это, когда пришел Джером. Билли и Джером играли на барабанах вместе и создали эту потрясающую ритмическую основу. Когда мы были в Палестине, мы только начали заново открываться. Это было время, когда мы чувствовали, что пережили этот шторм, или видели, что мы были сильны как группа. Нашей силой была взаимная лояльность друг к другу, так что будущее выглядело довольно светлым на тот момент, как будто мы перешагнули через это и были на верном пути, каким бы ни был наш следующий шаг. А что стало с High and Dry Studio? Она до сих пор существует? Нет, она кончилась. Некоторое оборудование осталось. После того, как High and Dry переместилась с чердака в подвал оружейной палаты, просто это другая организация. У Марка был этот чердак, который был в студии High and Dry, где он жил. И он вместо того, чтобы тратить деньги на студию, вкладывал их в покупку оборудования.
и в содержание домашней студии, чтобы он мог записываться дома, когда ему этого хотелось, ну или нам хотелось. И после того, как его не стало, Билли Конвей, Эндрю Мазони и я вместе с сообществом людей старались поддерживать это, как студию звукозаписи и как лейбл. Наступил 2008, пол провалился, студию стало просто невозможно содержать, и нам пришлось уйти. Мы переехали на новое место, просто на тот момент не было других перспектив. Это было просто вопросом времени. Мы просто держались за ту студию, но фактически ее невозможно было сохранить, управлять ею. И мы завещали ее фактически одному из наших любимых звукоинженеров, и затем передали ее другому инженеру. Но некоторое наше оборудование все еще там. Мы можем туда приходить и записывать, что захотим, по очень разумной цене. Мы сделали там нашу последнюю запись. Ребят, а вы имеете какой-нибудь доступ к своим старым записям времен Морфин? Аудиокассетам? Я видел пост о множестве пленок, которые затерялись на каких-то студиях, где Марк играет, и вы играете, на всяких репетициях и других вещах. Есть ли шанс, что это будет опубликовано? Что ж, сейчас все эти пленки, о которых вы говорите, находятся в большой камере хранения в Сомервилле, в Массачусетсе, сложенные в стопку до потолка. Кто-то должен решить, что с этим делать, кто-то должен взять и прослушать все это, чтобы понять, есть ли там что-то, что можно выпустить. Там огромное количество волокиты и бюрократии, связанной со звукозаписывающими компаниями, чтобы публиковать такие вещи. Поэтому до сих пор трудно копаться в этом. Основная проблема в звукозаписывающем лейбле? Да, в лейбле, но также в готовности и мотивации потратить время. У меня есть мотивация. Вы можете дать мне все пленки. У меня есть магнитофон, подключенный к компьютеру, и я могу оцифровать все эти записи, так что вообще нет проблем. Я могу работать за еду. Ну, тогда работа твоя. А что вы, ребят, слушаете, в личной жизни? Какую музыку предпочитаете? Ну, лично я предпочитаю слушать много старой музыки. Джаз, Арт Пеппер, Джон Колтрейн, Майлз Дэвис. У меня куча винила. Вот что мне нравится. Мы все любим африканский саунд. А мне хип-хоп нравится. Серьезно? Ага. Какой? Много олдскульного стафа, типа Wu-Tang Clan, Method Man. Кендрик Ламар. Я просто считаю, что хип-хоп для меня сейчас самый интересный жанр. Это самый креативный жанр сейчас благодаря продюсированию, творчеству. Но также я пришел к старой поп-музыке. Старый затертый блюз, джаз, новоорлеанский джаз. Я прожил в Новом Орлеане 13 лет и насобирал много такого. А что насчет тебя, Джером? Много старого джаза. Мне очень нравится электрический Майлз Дэвис, этот его период. Британское вторжение, все, на чем я вырос. Хендрикс, много классического рока. Лос Лобос. Отличная группа, и они еще продолжают. Они, вероятно, единственная действующая группа, которую я сейчас слушаю. Все остальные больше не существуют. А вы знаете что-нибудь про русскую сцену? Музыкальную сцену? Ничего, не очень. Не сказал бы. Потому что у нас есть несколько групп, которые играют что-то типа лоу-рока. Кого-нибудь посоветуете? Ну, да. Dead Man Tells No Tales. Они из Санкт-Петербурга. Кирпан, еще один проект. У них, правда, всего один альбом. А какая здесь сцена? Есть ли радиостанции, которые играют местную музыку? Нет, здесь полный андеграунд. Какую музыку играет местное радио?
Ну, это поп-музыка, ужасная поп-музыка. Есть какие-нибудь планы на будущее у Vapors of Morphine? Ну, сейчас мы в туре, и, возможно, в сентябре мы будем в Южной Америке, я надеюсь. Делаем новый альбом, пишем новый материал. Ваш новый материал? Да. И, знаете, просто пытаемся наслаждаться компанией друг друга. Есть много всего, поскольку эти туры были такие короткие. Есть много стран в Европе, где мы хотели бы сыграть. Люди просят нас сыграть, особенно в Португалии, Франции, Англии. Есть много балканских государств, где у нас есть свои люди и до сих пор нереализованные предложения. Когда-нибудь мы поедем в Австралию, может быть. Ну да, Япония, Австралия, мир. Мы играли чуть ли не каждую неделю в небольшом клубе Edward's Tavern на протяжении 6 или 7 лет, и в конце концов мы сократили выступления до 1-2 раз в месяц. Мы стараемся продолжать играть так же часто, как мы фактически репетировали, что непривычно. И мы пытаемся работать над новым материалом. У нас есть пара новых песен, одну из них мы точно сегодня сыграем. Здесь надеются, это создаст красивую музыку. Велики ли шансы увидеть еще ваши работы с Билли? В смысле, коллаборации? Ну, очень велики, конечно. Для Билли всегда открыты двери. Если вы сможете заставить Джером немного подвинуться. Он занят своими делами, он живет в Монтане. Он играет с Джеффри Фуко, сингер-сонрайтером, гитаристом. И немного гастролирует дуэтом. Так что он делает довольно много музыки, ну, просто не с нами. Просто в сети нет информации о Билли. Билли нет на Фейсбуке. Ищите Джеффри Фуко. На каком он лейбле? Он на Signature Sounds. Джеффри Фуко. Когда он играет с кем-либо, он берет Билли с собой. Ребят, не могли бы вы на будущих концертах проводить какие-нибудь интернет-трансляции или снимать концерт на камеру со штатива? Да, у нас есть парень, который начал помогать нам с управленческими делами. И HD-камера — это одна из вещей, которые на повестке дня. Это круто, потому что у нас так мало информации и видео в сети. А жаль. Спасибо. Спасибо вам. Thank you, Moscow. You've been the best audience we've had ever. We hope to see you again real soon. We are Vapors of Morphine. Jeremy Lyons on bass guitar and vocals, guitar. Mr. Jerome Dupree on the drums. Dana Carley on the electric baritone saxophone. Thank you.